Всем привет, кто любит мохнатых чудовищ. Сегодня 25 апреля. Пчелы у нас облетались 23 марта. Значит, прошел месяц и несколько дней после облета пчел. А значит, первый круг развития пчелиных семей закончился. День жопы прошел, и теперь пчелиная семья резко должна пойти в рост. Так вот, какие работы сегодня надо сделать в ульях, потому что сегодня тепло. До этого у нас было холодно, к ульям не подойти. Сегодня тепло, завтра еще кое-как. А потом опять похолодания будут. Так вот, какие работы быстренько сегодня на пасеке надо сделать. Это у меня средняя по силе семья. Сейчас я вам буду рассказывать, что я буду с ней делать. Значит, исходные данные я уже назвал. Месяц после облета прошел. Семья пошла на второй круг своего развития. О кругах я рассказывал в прошлом видео. И у нас цветет абрикос и алыча. Что это значит? Это значит, что у них в природе есть естественный поддерживающий взяток. Семья у нас располагалась 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рамок. То есть это была семья на 8 рамках. Теперь ситуация следующая. Так как семья будет бурно развиваться и второй период у них будет, то есть второй круг, до того момента, когда семья зайдет в предроевое состояние, сейчас мы посмотрим, в каком она состоянии, сколько у нее расплода, то значит, матке надо обеспечить место под засев. Вот весной всегда есть проблема с тем, куда засевать матке яйца. Вот на первом круге после облета и буквально 25 дней после облета матке для того, чтобы засевать, достаточно 4 рамок. То есть у нас первый круг, как только пчелы облетелись ранней весной, расплода 8 рамок не будет. Будет только 4 рамочки. Ну, как у какой семьи. Какая семья посильнее, у той расплода побольше. Какая послабее, у той расплода поменьше. Но смысл такой, что 8 рамок расплода весной не бывает. Вернее, их можно сделать, но это надо там играться, искусственно их подогревать. Тогда можно добиться больших хороших результатов. Ну, при нормальном содержании 4-5 рамок расплода больше у вас не будет. А вот теперь, когда прошел месяц после облета, матка начнет откладывать яйца по максимуму. А значит, ей надо будет место. А у меня в семье 8 рамок. А ей надо 8 рамок под засев. То есть теоретически можно предположить, что все до единой рамки должны быть засеяны. Но ей же надо еще рамки кормовые какие-то оставить. Поэтому все это дело не совсем годится. То есть гнездо получается узкое, а значит, нам надо эту семейку расширить. Если у вас семья сильная, она уже изначально сидит с весны на 12 рамках, то такие семьи можно не расширять. То есть вообще их можно не смотреть. У них хватает места под засев. Что с кормами в таком случае? Вот у вас семья сильная, 12 рамок. У вас 4 рамки под засев и остается остальные 8 рамок, они получаются кормовые. И вот в таком случае пчелы берут этот мед с тех рамок и кормят им расплод. На выкормление одной рамки расплода надо 1 рамку меда. Вот 4 рамки расплода они выкармливают, значит тратят 4 рамки меда. А у вас было 6 рамок меда. То есть они потратили 4 рамки. Осталось у вас 2 рамки меда. И таким образом они сами себя расширяют, потому что пока выведется 4 рамки расплода, они этот мед с рамок сожрут, рамки освободятся, и матка туда начнет откладывать яйца. То есть происходит саморасширение. Вам там делать нечего. Ну, а эта семья была не сильная, на 8 рамках, значит, я ее сузил, для того, чтобы тепло лучше сохранялось. А теперь мне надо его расширить, потому что идет второй круг. Пчелка уже поменялась, пчелка вся молодая. Сейчас вся она будет выращивать расплод, потому что весной, почему 4 рамки расплода у семьи? Потому что не хватает молоденькой пчелки для выкармливания расплода. Есть много старой пчелы, которая может греть расплод, но нету пчелы, которая может этот расплод выкормить. А сейчас ситуация кардинально поменялась. Сейчас у нас молодой пчелы много, ее хватает, а значит, матка будет закладывать гнездо по максимуму, а значит, мы должны ей обеспечить место и корм. И теперь смотрим, что у нас делается в ульях. Вот у меня рамочка тяжелая, крайняя, медовая. Показываю, что вот они принесли жидкий мед. Тут есть еще немножко прошлогоднего меда. Ну, в общем-то, они уже притащили прилично меду и из того, что цветет в природе. А значит,
побуждающего взятка им сейчас не надо. Они его в природе возьмут. Если кормов катастрофически не хватает, то, конечно, надо добавлять через кормушку. Если хватает, вернее, в природе что-то цветет, то можно не добавлять. Если в природе ничего нет, то пчелок надо подкармливать. Но так как у нас что-то цветет, то пока подкармливать не надо. Правда, передают там холода опять. Если будет холодно, то надо будет пчелок подкармливать, потому что не могут вылететь. Смотрим следующая рамочка. Вот у нас рамочка не засеянная. Немножко прошлогоднего меда. С этой стороны вся в пыльце. Пыльцы море. Пыльцы валом. Дальше посмотрим, как много пчелок на лапках приносят пыльцы. Раз у них много пыльцы, они ее притянули буквально вот за 2 дня, значит, они собираются выращивать молодую пчелку. И вот я сюда им поставлю сейчас на расширение одну пустую сушку. Сейчас у кого нет вощины, можно ставить и вощину потихонечку. И пусть они ее оттягивают. Но у меня вощина есть, поэтому мне не надо. Я ставлю сразу сушку. Потому что если ставите вощину, им еще надо время на то, чтобы вощину оттянуть. Потом туда матка засеет яйца. Когда есть сушка готовая, все это дело намного быстрее. Так, рамочка легенькая, значит, предполагаю, что тут расплод. Так оно и есть. Вот видно, рамка с расплодом. Внизу куча пыльцы. С этой стороны все засеяно яйцами сплошную. То есть это рамочка с расплодом. Первая рамочка с расплодом. И вот теперь считаем расплод. Одна рамочка с расплодом. Вытаскиваем рамочку. Тут у нас тоже расплод. И печатный, и открытый. Расплод разновозрастной. Ну, весной так часто бывает, что на одной рамке расплод разного возраста. Ничего страшного в этом нет. Главное, что он есть. Пчелки злые пытаются жалить. Так, тут тоже печатный расплод. Вот здесь уже вышел. С этой стороны получилась дуга. Матка туда уже засеяла яйца. Все у нас хорошо. Так, 2 рамочки расплода у нас есть. Вот если посмотрим, видим, пчелки на лапках с пыльцой прибегают. Значит, они в эту рамочку сбрасывают пыльцу. Следующее. А вот уже трутневый расплод есть. Значит, они начали выращивать трутней. Вот как только они переходят на второй круг, они начинают выращивать трутней. Начали выращивать трутней, значит, можно заниматься уже матководством. Выращивать маток, потому что трутни уже будут. А значит, матки уже облетаются. Так, ну, 2 рамочки с расплодом у нас есть. То есть у нас получилась одна кормовая рамочка, 2 рамочки с расплодом. Злючие сегодня пчелы. Я им мешаю, они работают, я им мешаю, им не нравится. Дальше смотрим. Рамочка с расплодом, с печатным, значит, он скоро будет выходить. Пчелы, значит, будут добавляться. С этой стороны опять все в расплоде. 3 рамочки с расплодом. Притом расплода уже 2 рамки печатного. Есть. Так, ну должно быть в гнезде 4-5 рамок расплода на это время. Смотрим. Вот тут уже видно засев красивый, сплошной. Все хорошо. С этой стороны расплод сплошной, красивый. Все хорошо. Вот на тех рамках был расплод разного возраста, потому что те рамки матка засевала с ранней весны, а на эту рамку они уже расширились позже. И здесь матка уже расплод засевает в сплошную, он получается одного возраста. Опять же есть трутни, все чудесно. Это у нас 4-я рамка расплода. Он печатный, он будет выходить, значит, пчела будет добавляться. И вот уже вижу проблему. И вам покажу эту проблему. Вот видите,
ячейка открытая, личинка погибшая. Вот ячейка открытая, личинка погибшая. Вот ячейка открытая, личинка погибшая. Что это значит? Это значит, что там внизу под расплодом ползает моль. Вот если так вот сбоку посмотреть, то прям и видно ее ходы. Вот крышечки подняты над расплодом. Там, где расплод погиб, у него крышечки подняты над расплодом. И вот так вот линеечкой все дело это пошло. Это значит, червяк моли лазит там внизу под расплодом, роет себе ходы. Соответственно, от этого личинки погибают и поднимаются вверх. Получается, вот крышечки вверху над расплодом, вот таких поврежденных ячеек. И, соответственно, личинки там погибли. В общем, враг в улье завелся. Я надеюсь, его пчелы оттуда в скором времени выкурят, как расплод выйдет. Потому что сейчас он практически для нас недосягаем. Так, ну, тем не менее, 4 рамочки расплода есть. Смотрим, что у нас дальше. Предпоследняя рамочка. Вот бегает наша чудо-мать. Толстенькая, жирная. Тут тоже все в расплоде. Но расплод молоденький. Мамку увидели. С этой стороны тоже расплод не запечатанный. Все в расплоде. Это 5-я рамочка расплода у нас. То есть в этом улье, средней по силе семье, которая зимовала на 8 рамках, у нас 5 рамочек расплода. А нам надо, чтобы было 8. Сейчас будем расширять. Смотрим, последняя рамка. На последней вряд ли будет расплод. Да, пыльца сплошную. Прошлогодний мед, все забыто пыльцой. Вот, если посмотреть, полная рамка пыльцы. Пчелы пыльцы впрок не носят. Они ее приносят столько, сколько им надо. Вот если у вас есть 1 рамка пыльцы, значит они собираются вырастить 2 рамки расплода. А у нас рамка пыльцы была с этой стороны, рамка пыльцы с этой стороны, значит 4 рамки расплода они собираются вырастить. А у нас 5 рамок расплода, из них 2 открытые, 3 запечатанные. Они собираются вырастить как минимум 4, судя по пыльце. Но они пыльцу еще подносят. Значит, у них скоро будет как минимум 4 рамки открытого расплода. 2 есть и 2 еще будет. Итого 5 рамок расплода у нас уже есть. 1 сушку мы им поставили, это 6-я рамочка. И вот еще 2 сушки им надо поставить под расплод. Меду у них маловато. Ну, понятное дело, что мед они расходовали на выращивание расплода. Он закончился. Так, как я и сказал, они расплод вырастили, мед потратили. Соты освободились, и они, соответственно, расширились. Но мы должны все равно им добавить сушки. И вот мы им даем 1 сушку. 5 рамок расплода было, и 2 сушки мы им добавили. Это значит, у них уже 7 рамок под расплод. Еще 1 маломедочку добавим. Это будет 8-я рамочка под расплод. И еще 1 сушку дадим с учетом того, что у них сейчас есть какой-то взяток. Потому что сейчас мы, конечно, им рамочек поставили, им для расплода хватит. Но дело в том, что они же несут нектар. Значит, предполагаем, что они 1 рамочку зальют нектаром. Конечно, потом они этот нектар используют для выращивания расплода. Рамочка освободится, но тем не менее, чего пропадать добру, раз есть медосбор, пусть они его собирают. Значит, 1 рамочку им под медосбор. Итого у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 рамочек. А что теперь у нас получилось такое 12 рамочек гнездо в улье? А 12 рамочек это есть такой додановский стандартный улей. Корпус на 12 рамок. Вот оттуда и идет вот этот вот стандарт на 12 рамок додановских. Вот и у нас сейчас получилось 12 додановских рамок. Потому что семье для того, чтобы создать нормальное гнездо и матка полностью хорошо, активно работала, нужно
гнездо как минимум 12 рамок. И вот, как видите, природа сама подсказывает, сколько рамок улей им надо подставить. Средняя по силе семья. Мы добавили столько, сколько надо, и получилось у нас, опять же, число 12 сакральное. То есть у нас получился додановский стандарт. Бывает еще стандарт додановский на 10 рамок, но от него позже отказались, потому что все-таки это гнездо для весеннего развития пчел на втором круге маловато. 12 в самый раз. Можно даже на пару рамочек и больше. Вот у нас так и получилось. Вот у нас средняя по силе семья. Мы ее обслужили. Теперь мы ее закрываем. Потому что матка засевает одну рамку за 3 дня. У нас 5 рамок расплода есть. Еще ей надо засеять 3 рамки до того, как они начнут собираться, роиться. Будут думать о роении. А 3 рамки по 3 дня это 9 дней. Ну а предположительно через 9-10 дней, если будет хорошая погода, у нее все гнездо будет засеяно, но расплод еще не будет запечатан. У нас уже будет предроевое состояние. То есть буквально через 19-20 дней у нас здесь, предполагаем, будет уже первые роевые маточники. Могут нарисоваться. Мы так предполагаем. Может нарисоваться, могут не нарисоваться. Но предполагаем, что нарисуется. Вот себе помечаем в журнале, что вот мы семью посмотрели, добавили этого столько-то, того столько-то. И через 19-20 дней здесь может быть алярм. Вот через 18, 19, 20 дней опять эту семью осмотрим. И посмотрим, что они делают. К этому времени они уже должны быть в силе. И, возможно, придется делать уже отводочки. Так, и чего здесь не хватает? Не хватает кормовых запасов. Опять же, повторюсь, сейчас я кормовых запасов не ставлю, потому что в природе есть взяток. Я им поставил рамку под эти запасы. У них одна рамка полномедная есть. Значит, там 3 килограмма меда у них есть. По рамкам там еще немножко меду раскидано. Значит, 4-5 килограмм у них в гнезде есть. И есть в природе взяток. И погода теплая. Значит, они себе принесут. Если вдруг у нас похолодает, значит, они взять в природе взяток не смогут. Придется их подкармливать. Это будем смотреть по погоде. Но если нам с погодой повезет, то кормить их не придется. Вот такие вот дела, ребятки, на сегодняшний день. Вот такая вот средняя семья и вот та работа, которую я сегодня делаю. Опять же повторюсь, если семья изначально была сильная, на 12 рамках была с весны, то там вообще делать ничего не надо. Открыли улей, посмотрели и закрыли. Все. А можете не открывать и не смотреть. Рано еще. То есть, получается, у нас прошло немножко больше месяца. Через 18-19 дней надо осмотреть. Опять же, 20 дней добавляем. Получается, у нас 50 дней. Вот через 50 дней эта семья должна роиться. Это то, о чем я вам рассказываю. Если семья хорошая, сильная, посмотрели ее, и 40-50 дней можно не смотреть. Но это только сильные семьи. Средние семьи. Вот сейчас надо все обслужить в этот день, который хороший и теплый. Сделать им полные гнезда. И можно на 20 дней закрывать. Со слабыми семьями надо работать почаще. Слабые семьи – это проблема на пасеках. Сильные семьи в обслуживании не нуждаются. Весной посмотрели, ревизию сделали, проверили, закрыли. И можете сегодня их даже не смотреть. Откройте только через 10 дней, не раньше. И вот через 10, 15, 20 дней сильные семьи уже будут роиться. Вот оттуда и идут эти все параметры. Ну а сегодня было вот такое вот видео. Такие вот мои прекрасные пчелки, которые грызутся. Сегодня пчелы недобрые. Передавайте привет моим мохнатым чудовищам. Они очень любят ваши приветы. И не забываем ставить мне лайки, потому что я очень жаден до лайков.